Всем привет, друзья! У меня накопилось много нового видео, и я хочу этим с вами поделиться. На острове Бали с августа по октябрь съезжаются как паломники опытные дайверы в поисках загадочной рыбы Луны мола-мола. С восходом солнца, чтобы первым успеть встретиться с этой рыбой, дайверы собирают свое снаряжение, упаковывают фотокамеры в боксы в надежде сделать редкие кадры. Именно на таких балийских лодках, которые называются джукун, дайверы отправляются на заветные места, где встреча с молом-мола максимально гарантирована. Конечно, без опытного гида одному там делать нечего. Вот они. Впереди виднеются вершины островов Гили-Мимпанг и Гили-Типикон. Именно туда, поднимаясь с большой глубины, приходит рыба-луна, чтобы почиститься от паразитов. Снаряга погружена, лодки уходят с парковки, а дайверы в ожидании готовятся к погружению. За 2 года работы дайв-гидом я проанализировал свои наблюдения и определил примерные даты, когда с 90% долей вероятности можно встретить рыбу-луну. Конечно, мои прогнозы не всегда бывают точны, и в каждой вероятности есть доля исключений. В 2 словах, что нужно брать за основу? Наличие опытного гида, фазы Луны и везение. Представьте, что все это у нас есть, и мы готовы нырнуть в надежде, что нам сегодня повезет. В тот день со мной ныряла сборная группа. Найти и показать рыбу-луну – это значит сделать людям праздник. Войдя в воду и поняв, что температура воды далека от идеальной для молы-мола, многие погрустнели и решили, что сегодня не их день. Зная, где примерно должна быть рыба-луна, я вглядывался в толщу воды. И вдруг, как в дымке, на просвете солнечных лучей показался знакомый силуэт. Перепутать рыбу-луну невозможно ни с кем. Сложно на словах описать чувства, которые были в тот момент. Во-первых, я был рад тому, что гости увидят объект своих желаний. Во-вторых, я сам был рад встрече с этой огромной рыбой. Хоть я ее и видел много раз, все равно она вызывает дикое желание встретить ее снова и снова. В тот день я почему-то не взял свою камеру. Может быть, это и к лучшему, зато посмотрел на нее вживую. Это был настоящий подарок от океана. Мола висела в толще воды на 20 метрах и ждала, когда к ней приплывут рыбки-чистильщики. Но на место рыбок приплыли мы. Первое правило при встрече с рыбой-луной – подплывать к ней очень-очень медленно, чтобы не спугнуть ее. Если мола чувствует, что дайверы не представляют для нее опасности, она разрешает долго плавать вокруг нее. Второе правило – не использовать при видеосъемке яркие фонари. Яркий свет ее также пугает. В тот раз у мола-мола было отличное расположение духа. Она разрешала гостям фотографировать себя со всех сторон. Ну а дайверы хотели как можно дольше насладиться этой огромной рыбой. Кстати, эта рыба была около 2 метров в диаметре. Я висел снизу, и передо мной, как на ладони, был весь этот спектакль. Боковым зрением я видел, что сбоку от нас плавают белоперые акулы, но они в тот день не представляли для нас никакого интереса. Мола то поднималась, то опускалась, подставляя себя в кадр с разных сторон. Тот, кто не дайвер, конечно, не поймет мой восторг, ну а дайверы, думаю, поймут, ведь о встрече с мола-мола мечтают многие. Бывают случаи, когда люди ныряют в течение недели и им не везет. А бывает, приедут гости на пару дней и становятся счастливыми обладателями незабываемых впечатлений. Вот и в тот день нашей группе несказанно повезло. Эти шикарные кадры любезно предоставили Костя Левицкий и Юрий Пряшников. Спасибо им огромное за это.
Все, больше не буду ничего говорить. Просто понаслаждайтесь этим чудом природы. А кому интересно подробнее узнать, как я определил примерные дни, когда мола-мола поднимается с глубин, пишите мне в комментариях. А кто хочет научиться дайвингу, пишите тоже. Жду от вас лайки и подписки. До скорого!